Хорошо ли вы помните советскую жизнь в 80-е? Сейчас будут предложены 15 вопросов, при помощи которых попробуем проверить. Подсчитывайте количество правильных ответов и в конце узнаем результат. В 1980 году проходили 22-е Олимпийские игры. Какая дата открытия этих игр в Москве? Двадцать вторые летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве, столице СССР, с 19 июля по 3 августа 1980 года. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране. Как называлась игра для большой компании, придуманная Дмитрием Давыдовым в 1986 году? Популярная игра «Мафия» родилась в 1986 году в Москве в стенах общежития МГУ благодаря популярному в то время итальянскому сериалу «Спрут». Насмотревшись на мафиозные разборки сицилийских боссов, студент психологического факультета МГУ Дмитрий Давыдов придумал настольную игру «Мафия». В 1984 году с конвейера вышел этот автомобиль ВАЗ. Любимая многими «восьмерка» вышла в свет именно в 1984 году. На какой косметической фабрике изготовляли крем-балет, краску для волос Гамма и зубную пасту Парадонтол? Косметическая фабрика «Свобода» долгое время снабжала красавиц многими товарами для красоты. Продукцию этой фабрики знал едва ли не каждый в СССР. В каком городе в 1985 году был построен пансионат «Дружба»? Пансионат «Дружба» – пансионат на 400 мест, расположенный в Курпатах в городском округе Ялта Республики Крым, построенный к 1985 году под руководством коллектива архитекторов Института Курортпроект под руководством Василевского. Каких сладостей не было в СССР? Шоколад «Россия», «Щедрая душа» появился несколько позже и не продавался в СССР. Как назывался наш первый кассетный видеомагнитофон? Видеомагнитофон – устройство для записи телевизионного сигнала на магнитную ленту и его последующего воспроизведения. Считается, что электроника ВМ-12, который появился в СССР еще в 1984 году, был первым советским видеомагнитофоном. Какого цвета были первые в СССР кроссовки фирмы Adidas? Впервые советские Adidas начали выпускать на Московском экспериментальном комбинате спортивных изделий «Спорт» в 1979 году, затем линии запустили в Тбилиси, Ереване и Киеве. Первой и единственной моделью Adidas, выпускаемой в СССР в те годы, стали темно-синие кроссовки с 3 белыми полосками и желтоватой каучуковой подошвой. Каждый помнит торжественный и волнительный момент, когда принимали в октябрята и прикалывали к груди красную звезду. Что было изображено на ней? На этом значке изображен Владимир Ильич Ленин, вождь пролетариата и лидер молодой советской страны, в почти младенческом возрасте. Значки изготавливались из металла методом штамповки, ведь октябрятских звездочек требовалось очень много, для каждого ребенка огромной страны. Изготовлено было большое количество этих значков,
так что и до сих пор можно отыскать абсолютно новые без единой царапины экземпляры. Что мечтал купить каждый советский человек? Знаменитая триада вожделенных объектов квартира, машина, дача была в СССР вершиной потребительских идеалов населения почти всего Союза. Статистика, которая все знает, подтверждает этот факт. Какой фильм был абсолютным лидером советского кинопроката? Абсолютным лидером советского кинопроката стала картина «Пираты 20 века». Ее посмотрело 87,6 миллиона зрителей. Какого велосипеда не было в СССР? Тимуровец. Такого не было велосипеда в СССР. Самый популярный дешевый фотоаппарат, который дарили даже детям. Смена 8М. Надежный как автомат Калашникова, доступный любой семье, очень простой в эксплуатации, не хватит всех эпитетов, чтобы описать этот поистине народный фотоаппарат. Что такое трильяж? Трильяж был любимым предметом мебели многих женщин в Советском Союзе. Все потому, что он делал их непростую женскую жизнь немного лучше и приятнее. На трильяже можно было расставить косметику, духи, а в зеркала посмотреть на себя со всех сторон, практически в 3D. Правда, держали столик обычно не в спальне, а в коридоре. Какого цвета, по слухам, должна была быть пленка, чтобы люди получались на фото без одежды? Красная пленка — легенда, имевшая хождение среди подростков Советского Союза 1970-80-х годов. Мальчики пугали девочек, а иногда и девочки пугали мальчиков, что, сфотографировав их на такую пленку, на фото они получатся без одежды. Эта забава доставляла много разнообразных волнительных впечатлений. А ответ на этот вопрос пишите в комментариях. Какой бразильский сериал первым показали по центральному телевидению в 1988 году? Пора подвести итоги.